наш первый день в Австралии. Тут на самом деле довольно прохладно. Сейчас плюс 10 где-то. Ну, это же зима. Мы сейчас поедем вот на этой штуке кататься. Надо сначала купить билетик. Там смотрим, какая цена. Sorry? Just 2 adults? No, one child and one adult. Oh, 1 child. Ну что, у меня получилось получить детский билет. Прокатила возраст 14 лет, так что я выгляжу на все 14. И это круто, потому что наполовину цену снизили. Will give you a truly unique view of Melbourne. It's quite common for 3 or 4 of the major races to attract more than 100,000 punters and party prosperity. Это For можно more than a увидеть century, весь Australia деловой was one of мир. the great wool-producing countries of the world. На этой башне на 88 этаже находится смотровая площадка. Но мы туда не пойдем. Слишком много туристов. Сейчас мы находимся на местной арт-улице в Мельбурне. Здесь стены разрисованы разными стрит-художниками. Видите, все очень красочно. Очень похоже на Америку, местные улицы. И самое проблематичное тут это припарковаться. Пальмы, солнце, но очень холодно. Хорошо, что у меня есть моя балаклава. Здесь очень рано садится солнце. В 6 вечера уже темно. Южный океан. Там даже кто-то купается. Интересно, вода холодная, водичка. О, вода ледяная. О, как на Южном полюсе. How is the water? Fresh? Where are we? What is this place? На самом деле, потому что здесь у них есть сауна. И прям как русские люди по традиции после сауны холодную воду. Город Мельбурн. Как вы успели заметить, здесь левостороннее движение и праворульные машины. Поначалу было не очень удобно, но привыкаешь. Мы решили не задерживаться в Мельбурне, так как впереди у нас дальняя дорога в горы. И, к сожалению, у нас не получилось заехать на известное место 12 апостолов, так как находится немножко в другой стране и нам не по пути. Как можно быстрее нам попасть нужно в город, так как погода портится, и на следующей неделе обещают снегопады. Доброе утро! Погода прекрасная, и мы едем кататься на сноуборде. Тут снега нету, но там он должен быть. Сейчас поедем проверим. Курорт Периша находится в национальном парке, и чтобы въехать туда, нужно заплатить $30. Надеюсь, нам не придется платить каждый день $30. Кошмар. Осталось найти местечко. Очень удобно, что парк находится прямо рядом с парковкой. Припарковался и пошел кататься. Сегодня я буду кататься на новой доске Arbor. Новая технология,
грипп, что позволяет улучшить контакт со снегом именно там, где крепление. Рокер Shape, отлично для парка. Сейчас пойдем проверим. Мы наконец-то приехали на курорт Периша. Довольно известное место. Здесь тренируются обычно самые крутые сноубордисты. Одно из лучших мест, где летом можно покататься. Потому что здесь зима. Что ж, видите, какова цена. Тут на один день стоит $128 со взрослого человека и $70, если вам меньше, чем 15 лет. К счастью, нам такие затраты не нужны, и у нас есть сезонский пас, который также действовал в Америке. Называется Epic Pass. Стоил он $800, и действует он по всему миру. Не на всех, правда, курортах, на некоторых курортах по всему миру. По Америке, какие-то в Европе и вот в Австралии на Периша резорт. Вот так выглядит карта курорта. Горы здесь не очень высокие. И самая высокая трасса идет почти до 1000 метров. Парк находится в самом низу. Вот вы его можете видеть. Мы сейчас пойдем туда кататься. Парк небольшой, но довольно интересный. Много разных фигур, серия 3 трамплинов, больших и скоростных. После 5-месячного перерыва без катания, я даже не знаю. Но надеюсь, что получится попрыгать, если погода не испортится. Кроме линии с большими фигурами, также есть средняя линия, где сегодня я буду раскатываться. Поехали. Обязательно нужно одеть шлем. Первые на гору, последние с горы. Все уже закрывается, а мы еще поднимаемся. Best Так shots. вот нужно кататься. Best shots. Заключительный. После катания можно спуститься к такому красивому озеру. Погода меняется очень быстро, ветер очень сильный, поэтому мы сегодня прыгаем только с маленьких трамплинов. Завтра говорят, что придет шторм и, надеюсь, не только дождь, но и снег. Было бы круто. Powder. Feel the thunder, lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder, lightning and the thunder. Thunder, thunder, thunder. День на самом деле очень крутой получился, несмотря на погоду, несмотря на ветер, несмотря на тучи, которые обещают дождь. Snowboarding. One love.
следующие дни обещают много свежего снега, несмотря на то, что похолодало. А это значит, что будет Powder Day, и мы взорвем пухляк.